Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Спасибо, что снова на моем канале и смотрите мое видео. А если вы еще не подписчик, так подписывайтесь на канал, нажимайте на колокол и ставьте лайк под видео. Будет страшно интересно. Я всегда думал, что все сверхъестественно обходит меня и мою семью стороной. Даже думал, что все страшилки всего лишь плод фантазии и воображения. А недавно приехал к отцу в гости. Он в Кирове живет, а я в Москве. Засиделись допоздна, разговорились. 1,5 года не виделись все-таки. Начали вспоминать 90-е, когда еще всей семьей в Перми жили. Мы с матерью в 98-м переехали, а он в 99-м в Киров. У них там не сложилось, и мы слиняли. Я еще удивлен был, чего он из Перми-то уехал и не остался там, ведь там у него связи были и квартира 4-комнатная. Столько лет об этом думал и спросить не решался, мало ли какие личные мотивы. А в этот раз решился. Что в вопросе-то? В принципе, нет ничего страшного, да и мы, 2 взрослых человека. Я все пойму. Но ответа, который я услышал, я вообще не ожидал. В общем, вот то, что он мне рассказал. Он тогда работал дальнобойщиком и возил товары в основном по Уралу, а в этот раз принял заказ на доставку в Омск. Тем более и оплата была неплохой. Ехал, говорит, как обычно, зимой потихоньку по сторонам всматривался, пейзажем любовался. Довез спокойно, разгрузил, поехал обратно. Правда, вот по другой дороге обратно поехал, та, по которой он приехал, была завалена снегом, и там неплохой затор образовался. Едет он обратно, значит, пустой уже, деревеньки какие-то проезжает, и начинается лесополоса. Едет он по ней километров 20-30, но ни навстречу, ни сзади ни одной машины нету. Вглядывается вдаль дороги и видит, стоит на обочине человек. Сначала, говорит, не разглядел, думал, что пень большой. Думает, мало ли, заблудился товарищ зимой в лесу, хотя какого фига по лесу зимой ходить? Останавливается потихоньку, а фура-то по скользкой дороге дальше тащит. Проехал он человека этого метров на 50, смотрит в зеркало заднего вида, стоит, не шелохнется. Он, значит, из окна высунулся, кричит: «Эй, парень, садись, подвезу!» А парень-то этот поворачивается медленно так, смотрит пару секунд и медленно подходит. Отец говорит, что сначала скорее почувствовал, чем увидел, что с парнем что-то не так. С виду обычный паренек, вот только одет не по-зимнему, кофта серая, кепка, джинсы. И это 90-е, и кроссовки. В общем, приближается парень, а отец-то и видит, глаза у него нечеловеческие. Крупные, раза в 3 больше обычных, а зубы верхние острые выпирают над губой. Отец, ясное дело, кирпичей там отложил, окно закрыл и по газам, насколько это было возможно. Смотрит парень, хотя какой это парень? За ним бежит. Он быстрее, тот не отстает. Ехал, говорит, километров 60-70 в час. Сам не знает, как не перевернулся. А тот, не пойми кто, не отстает. Чуть позже из леса еще один выбежал, и тоже за отцом. А потом еще 3. Отец тут не на шутку струхнул. Слезы, говорит, из глаз полились. Все думает, или перевернусь, или сейчас эти твари меня догонят и сами прикончат, или еще что сделают. В общем, сам не помнит, как до конца лесополосы добрался. Там-то они от него и отстали. Отец до ближайшей заправки доехал, те, которые с пропавшими без вести и ночлежками. Сразу водки и хозяину весь этот рассказ и всю эту хрень рассказал. А тот, говорит, только посмеивался, да говорит, чтобы отец, мол, больше не пил за рулем, а то и не такое привидится. Плюнул отец на все это дело. Не верят мужик и не верят. Значит, и не надо. Заплатил за стоянку и спать в машину пошел.
Просыпается, говорит, от того, что в сортир нужно. Вокруг темно, ничего не видно. Ну, отец решил фары включить, чтобы хоть как-то до гадюшника добраться. Включает дворники, стекло чистит и видит. Те существа, что за ним всю лесополосу бежали, штук 10. Все полукругом перед кабиной выстроились и смотрят на него своими глазищами. Отцу показалось, что у одного с уголка губ даже кровь стекала. Единственное тогда, что в голову пришло, это писец. Он со всей дури по сигналке ударил, завел фуру, и эти твари хаотично разбежались, а отец так быстро, насколько это возможно, выехал со двора этой заправки-забегаловки и опять погнал. Самое страшное было то, что вокруг темно и в зеркале ничего не видно. То есть непонятно, где эти твари и бегут ли они за ним вообще. После этого нигде не останавливался и ехал до самой Перми, не сомкнув глаз. После этого случая отец начал частенько вставать по ночам и выглядывать в окна. Говорит, что боялся до жути, что эти твари его до города сопровождали и где он живет вычислили. А под Новый год в 99-м, говорит, вышел на балкон покурить ближе к вечеру и увидел их. Они стояли в свете фонаря втроем и смотрели. Опять смотрели своими ужасающими глазами. Отец заперся в квартире, закрыв все окна шторами и всю ночь проговорив по телефону с другом, тоже полуночника, чтобы создавалось ощущение того, что он не один. На следующий день отец бросил все, купил билет на поезд и поехал в Киров к родственникам. Уже оттуда продал свою квартиру в Перми, купил какую-то задрипанную двушку в центре Кирова и живет теперь там. Зато, говорит, за все это время он никого из тех тварей больше не видел. Надеюсь, вам понравилась данная история. Поставьте, пожалуйста, лайк и оставьте комментарий, это очень важно для развития канала. До новых историй, до новых страшных историй.